Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу приготовить курочку по простейшему рецепту. Я уже так готовила, на улице было слишком жарко, не хотелось готовить ничего такого сложного, что-то выдумывать, поэтому я приготовила вот таким вот образом. Мне так сильно понравилось, что я решила поделиться этим рецептом с вами. Берем одну луковицу, мелко ее нарезаем. Можно взять, в принципе, любую часть курицы, тогда просто время приготовления вы будете варьировать, чтобы ее не пересушить, если это будет куриная грудка. Я взяла филе бедра, поэтому оно будет сочным точно. Курочку солим и перчим. Посыпаем сушеным чесноком, копченой паприкой, и немножко кориандра. Курочку переворачиваем, солим, перчим и приправляем с другой стороны. На сковородку выкладываю кусочек сливочного масла и лук. Обжариваем лук несколько минут до мягкости. Теперь сверху выкладываем курочку. Совсем забыла сказать, у меня здесь было 900 граммов мяса. Сверху выкладываю маленькие кусочки сливочного масла. Накрываем крышкой и на несильном огне тушим 15 минут. Через 15 минут вы уже увидите, сколько получилось подливки. Накрываем крышкой и тушим еще минут 5, 10 или 15, все зависит от размера кусочков, чтобы они остались все-таки сочными, но при этом полностью приготовились. Уже ароматы стоят на кухне просто непередаваемые. Подаем абсолютно с любым гарниром, у меня это вермишель. И обязательно поливаем соусом. Ну что ж, давайте пробовать. Вы видели, что мясо нежное, мягкое, оно полностью приготовилось и прям расходится на волокна. Мясо нежное, вкусное, ароматное, со специями. Вот эта подливка тоже очень-очень вкусное. Сливочное масло с луком и со специями дает прекраснейший соус. Готовится все просто и для самых-самых ленивых. Я надеюсь, что вы попробуете. Всем пока, до новых вкусных рецептов.